любовь к этой земле. То есть это просто получается само, не то чтобы у меня в голове идея, вот надо построить дом, родить сына и посадить дерево. Сразу видно, ты человек природы. Я козу мечтаю завести, мне муж не разрешает. Интересует всех, чьи виноградники. Не мои. Подожди, у меня много чего, хочу узнать про вино. Проводит ли племя женское обрезание, сказывается на жизни самого племени и более того бросается в глаза. И я смотрю на этих людей, они такие другие. Там около 1 миллиона человек, мы говорим о гигантском количестве людей. И ты все это делаешь, главное, сама. Это история про любовь. Человек, который буквально пускает в нее корни. Инат, я на самом деле хочу предупредить тебя, что я сегодня хочу использовать тебя в своих коварных целях. Я знала. Да. Знала. Я безумно люблю все, чем ты занимаешься, но ничего в этом не смыслю. Вот я сегодня, когда ехала, я думала, я поеду в путешествие, и по Эфиопии покатаюсь. Я сейчас виноделием займусь практически, узнаю, как это вообще делается, с чего начинается. Я, во-первых, хочу поблагодарить тебя за твою любовь к этой земле. Человек, который буквально пускает в нее корни. Ну, спасибо. Сажает деревья, да, буквально вот сажает деревья, рожает сына, да. И все это из патриотических соображений. Вот, да. И это безумно, вот лично меня, человек... Я ударила по микрофону. От чувств. Вот лично меня это очень трогает, и мне это очень близко. Откуда вообще, в принципе, с чего началась твоя история в Израиле? Слушай, ну в этом нет никакой намеренности. То есть это просто получается само, не то чтобы у меня в голове идея, вот надо построить дом, родить сына и посадить дерево. Ну вот сзади тебя, например, лес, который мы посадили сами. Да? Это такой большой кусок довольно земли, который мы засадили дикими деревьями. Отдельная тема нашего разговора. Но это не было какое-то вот надо что-то сделать, да? Просто ты делаешь то, что делает твою жизнь лучше. И хорошо, когда это совпадает с тем, что лучше для других людей, для страны, для человечества, если прям совсем уже пафосно. Поэтому это как-то все само. В этом нет какой-то идеи. Ты приехала сюда уже успев в Украине и университет закончить, то есть взрослым человеком. Ну, взрослым человеком, смотри, с высоты моих сегодняшних лет, мои 20 тогдашние, конечно, звучат очень смешно в контексте взрослым человеком. Я только была в начале своего взрослого пути. Но да, я успела закончить журфак в Киеве и приехала сюда в начале... Извините, смонтируйте. Но я успела закончить журфак в начале 2000-х в Киеве и приехала сюда уже таким довольно сформировавшимся в каком-то смысле человеком, влекомая идеей абсолютно такой довлатовской о том, что настоящий еврей должен жить, у него в Канаде, у меня в Израиле. Ну да, вот я была невероятным сионистом в этом смысле, и я приехала одна, меня сюда не привезли, не заставили, да, это было мое такое взрослое, взвешенное решение. Я очень благодарна семье, которая не легла костьми на моем пути. И, конечно, для семьи это было очень тяжело отпустить единственную дочь в Израиль, не самую простую страну в то время, да, тогда как раз это была вторая ливанская. Но как-то все это очень хорошо сложилось, и я считаю это до сих пор своим лучшим решением в жизни. Ты, по-моему, если я не ошибаюсь, в Самарии жила, да? Я много лет жила в Шомроне, в Самарии, и до сих пор считаю это лучшим местом на планете. Ты туда сразу же приехала, как репатриировалась? О, нет, я репатриировалась и успела пожить где угодно. Я успела пожить в Хайфе, я успела пожить в Рамат-Гане. Я так мигрировала через университеты. То есть я училась в Хайфском универе, жила в Хайфе, потом я училась в Бар-Илане и жила в Рамат-Гане, где еще жила, в всяких пригородах Тель-Авива. И потом уже уехала в Самарию, потому что поняла, что городская застройка мне не интересна. Я человек природы, и я очень много провожу времени на природе, в походах,
скалолазание, трекинги. Ну, мне нравится проснуться утром и вот созерцать вид. Да, вот судя по твоему дому, сразу, да, сразу видно, ты человек природы. Я козу мечтаю завести, мне муж не разрешает. Вау! Сейчас бы бегала здесь такая. Знаешь, у нас здесь поют петушки, дикобразы, кабаны, шакалы, птицы Открытая всех местность, видов. лес, вы живете в лесу. Да, это невероятно круто. И мне кажется, что человек, конечно, должен... Ну, должен — это плохое слово, потому что каждый выбирает то место жительства, которое ему нравится, которое подходит ему. Но наша связь с природой, она... Плохо, когда она уменьшается, когда она ослабевает. Мы забываем, мне кажется, и о красоте нашей страны, и о том, кто мы, и о том, что такое Дерех Эрец, да, как нам жить, и как нам быть, и как нам строить тот самый дом и сажать деревья. Слушай, люди не умеют сажать деревья, понимаешь? Но что для тебя деревья? Ты посадила лес у себя напротив окон. Притом я вот успела взглянуть на эти деревья. Это деревья, которые не просто сажаешь, выкопал лунку и посадил. Это деревья, которым по 200 лет. Ну, это оливы, да, у нас есть такие старые красивые деревья, но вот за ними это деревья, которые эндемичны для Кармельских гор этого региона. И их список такой прям я почерпнула из книги «Мой дикий сад», в котором прям описывается, какие деревья растут в Кармельских горах. И мне показалось, что это очень круто взять просто оттуда и скопировать эту идею. А сделала я это, вот ты сейчас будешь думать, что это какая-то сионистская там и патриотическая Кстати, мысль. уже думаю. На самом деле совершенно нет, потому что окна ребенка выходят на вот эту часть, на эту сторону света. И когда мы сюда приехали, там была большая свалка. Но там просто был пустырь, свалка, ничего не росло, и ничего не было, и какой-то мусор. И я вот открываю окно и понимаю, что вот ребенок будет расти с видом на какой-то пустырь, какую-то свалку, какой-то мусорник. Даже совершенно невозможно. Поэтому пришлось сделать красиво. Кто-то же возьмет и забетонирует свалку, а ты... Можно было там сделать детскую Такую жизнь площадку, создала. да, но я не настолько люблю детей. Я стараюсь, например, с Эйтаном очень много ходить, несколько раз в неделю. Ну, в зависимости от погоды и сезона, естественно. Но вот мы ходим, какие-то хайки легкие делаем. Ну, он еще маленький, да, ему 4, он много пройти не может. Но что-то... Да, и я, знаешь, я никогда намеренно не беру никакие мангалы, еду какую-то такую, знаешь, получше, или поразнообразить коробки. Никогда, чтобы ребенок привыкал к тому, что формат общения с природой и похода — это формат пути, это не формат сидения, да, и еды, вот это бесконечные жратвы. Я вижу, дети, которые растут в таком месте, они куда более подключены, что ли, к этому какому-то созерцанию, что ли, природному. И не относятся к природе, как выезд с мангалом. Хотя я очень люблю мясо, жареное мясо. Извини, я знаю, что ты его не ешь. Но... Теперь я после общения с тобой рыбу перестану есть. Да, черт. Но, знаешь, я тоже не всех рыб ем, у меня на самом деле все сложно с этим. Во-первых, у меня сложно с кашрутом, потому что еще не любое мясо, не любое. Да, у нас я соблюдаю кашрут, у нас не любое мясо, не любую рыбу. Но даже среди кошерных животных и рыб я тоже огромное количество из них не ем, руководствуясь довольно логичным принципом того, что стараюсь избегать, скажем так, излишне красивых животных. И рыб, я знаю, что это звучит очень сейчас непонятно, наверное, но когда ты много ныряешь или видишь этих животных, морских в основном, даже будь то они кошерными, и ты понимаешь, насколько их мало, Да. и насколько они умные, и насколько они любопытные, и у тебя было с ними общение чуть более развернутое, чем прилавок магазина. Но после этого я не могу купить в магазине там рыбу-попугая, хотя она кошерна абсолютно, и с ней все в порядке. Вот скажи мне, ты сказала сейчас, что во время дайвинга ты можешь наблюдать о том, что вот эти вот красивые... У меня сейчас такая философская мысль. Красивые животные, красивые люди, да? Их, может быть, тоже надо как-то больше беречь. Не об этом был мой вопрос. Ты сказала, что красивые
и они как-то, ты чувствуешь, что ты видишь у них, какой-то интеллект, какой-то Ну, у любого существа есть интеллект. рыба. Абсолютно. Ну, любого, конечно, безусловно. Как Безусловно. отличить Умную рыбу от интеллектуальную глупой. рыбу? Да. Смотри, у меня в пруду есть два вида. Есть рыбы поумнее, есть поглупее. Это А очень как хорошо они? заметно, как Мгм. они ловят корм, например, Мгм. да, то есть как эта рыба способна. Всё, я точно перестаю есть рыбу. Но я, конечно, имела в виду не карпов, там, не кои, которые у нас, какие-то более крупные создания, это, не знаю, какие-то гигантские групперы, да, которые безумно любопытные, с которыми ты можешь общаться. То есть они узнают тебя, они знают дайверов, они подходят сами. Они знамениты своим любопытством. И после этого, конечно, его порезать на сашими как-то уже, ну, я не могу. Или марлины, да, или рыбы-парусники, вот эти безумные, их же осталось всего ничего на планете. И как его есть, непонятно. Ну, я не могу. Я уже молчу про акул, осьминогов, Да, да, и так да. далее. Это, в принципе, умнейшие существа. Сейчас мы пойдем с тобой делать вино. Правильно, Фу. да, выпить. Вопрос, который постоянно всегда тебе задают, но он действительно очень интересен, интересует всех, чьи виноградники. Не мои. Все, пошли дальше про путешествия. Нет, подожди, у меня много чего хочу узнать про вино. Слушай, иметь свой виноградник в Израиле – это невероятная роскошь. С одной стороны, потому что это очень дорого. И если тебе его не завещали твои дедушки, а мы, как Да. мы помним, я, как мы помним, приехала в свои 20, и никто мне ничего здесь не завещал, это безумно дорогая история. Земли очень мало. Даже с той землей, которая есть, проблема невероятная, потому что пойди ее купи, получи разрешение и так далее. Не во всех местности, не в каждой местности виноград растет. Например, здесь, казалось бы, огромное, видишь, количество полей, там, и это мушав, и здесь могли бы быть виноградники, но здесь плохо растет виноград, это место не подходит. Здесь очень сильный ветер, не так двигается солнце и так далее. То есть у тебя должно совпасть огромное количество параметров. А во-вторых, это невероятная головная боль, потому что, в принципе, аграрий и винодел – это две совершенно разных профессии. И в той же Франции, на которую мы все любим равняться, уже очень давно это какое-то общее место, что не обязательно тот, кто делает вино, выращивает виноград, потому что это совершенно разные сферы знаний, разные сферы ответственности, и совершенно не обязана быть в одной склейке. Поэтому я не стремлюсь иметь свой виноградник. Я очень рада, что у меня нет проблем. Он сгорел, его атаковала тля, жуки, засуха, и, не знаю, соседи, которые решили его поджечь, или там еще что-то с ним случилось. Ну, это огромный риск. Вот, поэтому виноград мы Ну и покупаем. время же, Ну и сколько ж нужно время, и его вырастить. знания. Смотри, у меня Да. нет знаний у меня их, в принципе, мало. То есть вся жизнь – это накопление этих знаний, да. Никто не рождается с То, что ты большой закончила энциклопедией. винодельческая. Я закончила, конечно, и не один, и у меня эти сертификаты есть, и WSAT школы, и курсов здесь израильских на винодельнях. Но это все равно процесс. Да? Это не то, что ты один раз что-то закончил, и теперь у тебя всю Да. жизнь полна коробочка. Поэтому нет, и я даже не планирую. Я знаю, что есть большое количество спекуляций на тему, вот у них там виноградники, да еще и на оккупированных территориях, да еще и младенцев там убивают. Ну, слушай, даже не хочу опускаться на этот уровень дискуссии. Это просто смешно. Но спасибо за рекламу с какой-то стороны, да. Поэтому виноград мы покупаем наших замечательных друзей из винодельни Бейтель. Собственно, это виноградники их, и они их там растят уже многие Самари. десятилетия. Да? Да, в Мгм. Шамров, Самари, Мгм. в таком самом центре, знаешь, сердце Израиля. Если посмотреть на страну, то это прям ровно ее центр, географический центр. Мгм. Хотя принято называть центром Тель-Авив почему-то, но на самом деле Мгм. центр у нас, центр тяжести в Израиле смещен. С чего вообще началось производство вина? Это ж нужно, сидя Слушай, с во любви к дворе, решить. выпить, ну, не знаю. Из любви к процессу. Была корона, мне кажется, такое самое-самое начало, и все мои путешествия закрылись, закончились, и все поездки, естественно, прекратились.
До этого я делала у себя в доме дегустации довольно много-много лет уже. И это тоже стало невозможным, потому что никто не мог к тебе приехать. Мне показалось, что это хорошее время реализовать какую-то давнишнюю мечту, то, чего давно хотелось, но не доходили руки, не было времени, не было ресурса. И меня в этом очень поддержал мой муж, большое ему за это спасибо. И вот так родилась, собственно, идея самого производства. И Нина с Гилелем из Бейтеля, мои очень старые друзья, они мне, на самом деле, мне Нина позвонила и сказала: "Да поднимай уже, наконец, свою жопу и делай Сама что-то уже сама, делай». потому что ну сколько можно". Вот, и мне вот с этих обеих сторон вот эта поддержка, она действительно дала очень многое, я очень за нее благодарна. Но как-то вот это началось от безделья, можно что ли так сказать. Это нужно, это же все. Вот ты такой человек, который захотел, да, чем-то заняться и пошла в это углубляться, изучать. Вот для меня, например, ну, я дилетант, да, допустим, в вине, ну, может Теперь ты быть, в привезла других. очень хорошее вино, поэтому я не скажу, могу назвать почему. тебя дилетантом. Я привезла тебе вино из той деревни, в которой живу. Вот это был единственный принцип, по которому я Повезло, что ты выбирала. в хорошей деревне живешь. И еще, да, и выбирая бутылку, я не по собственным предпочтениям или по знаниям, да, каким-то выбирала ее, надеясь на то, что не оплошаюсь. Оно замечательное. Вот, прекрасно. Но можно же просто в чем-то что-то любить, да, там, и вот как ты говоришь, ты дегустационные вечера тоже у себя устраивал, это было с какими-то другими, да, ну, с какими-то разными винами. Да, с разными Ну, как винодельнями. любитель просто вина, да, скажем так. Просветительская в этом была такая некая идея. Да, я понимаю, что Да. у тебя непросто. Что ты можешь не просто посадить друзей за стол, а сопроводить это прекрасным рассказом еще. Надо же нагрузить, конечно, нельзя Но просто... это же нужно собрать себя на такое, на виноделие. Это что-то... Как вообще это... Это же... Давай, мы затронули тему виноградников. А бочки, Ну, бочки. а процесс, время, это же- а потом дегустация. Вот. Знаешь, я очень увлекающийся человек и ну, влюбчивый человек. Вот я хоть и однолюб, но вот я долгие годы люблю одни и те же вещи, одни и те же занятия, одни и те же места, одних и тех же людей. Но чувства к этим людям, они или вещам, или увлечениям редки, но очень сильны и очень быстры. И если меня действительно увлекает какая-то тема, то это как такой огромный снежный ком, как лавина, знаешь, сходит на тебя, и ты понимаешь, что сделать с этим ты уже ничего не можешь, и должен просто как-то пытаться в ней проехать к финишу. Это очень крутое качество, мне кажется. Я знаю, но, наверное, а с другой стороны, оно Стать иногда... профессионалом. Вот ты стала профессионалом. Я пытаюсь. Я верю в то, что человек не обязан закончить там один университет и потом всю жизнь работать вот по специальности. Знаешь, я ненавижу эту формулировку, потому что я до Да. сих пор не понимаю, какая у меня специальность. Мне кажется, у меня просто ее нет. И очень люблю, восхищаюсь, и мне кажется, сама такая людьми, которые имеют в жизни несколько каких-то параллельных увлечений, параллельных работ. Считаю, что человек может быть безусловным профессионалом в самых разных областях одновременно и не должен ограничивать себя вот этим, там, не знаю, факультетом лингвистики или математикой или виноделием только, да. И поэтому это какие-то два параллельных пути в моей жизни. Я пытаюсь стать профессионалом. Я не могу назвать себя профессионалом ни в чем, потому что это очень... Человек вино производит, не профессионал. Смотри, это лучше себя недооценивать, чем переоценивать, мне кажется. Ты перфекционистка И такая, это долгий по-моему. путь. Это долгий путь, знаешь, как изучение Талмуда. Можно всю жизнь учить и ничего не знать. Я, когда ехала, думала, сейчас вот я знаю, кому адресую этот вопрос. Я как-то присутствовала у себя на Голландских высотах, на дегустации в одной винодельне, и женщина, которая проводила нам экскурсию, она сказала такую вещь, что у нас на Голландских высотах условия для виноградников, для виноделия, ну, есть несколько мест на земле, где самые благоприятные условия для выращивания винограда для вина, и вот Голландские высоты – одно из этих мест. Это очень патриотично звучит.
Мне очень понравилось. Я теперь всем это рассказываю. Но ты мне скажи, продолжать мне это рассказывать, или это была просто реклама винодельни? Я думаю, что Израиль в этом смысле весь уникальная страна. Хотя мы и не попадаем в этот так называемый золотой пояс виноделия, да, который как раз отлично попадает Франция, но мы компенсируем это высотой, и мы компенсируем это почвами. И на нас лежит невероятная, мне кажется, историческая ответственность. То есть здесь производили вино тысячелетия назад, когда во Франции не было ничего. Здесь уже были вина, которые в Римской империи считались лучшими. И поэтому мы не можем позволить себе забросить это, не продолжить, не развивать и не гордиться этим, даже с точки зрения вот исторического наследия. Во-вторых, Голландия, безусловно, вулканические породы, базальтовые почвы, сумасшедший крутой регион, холодно ночью, жарко днем, зимой снег, летом засуха. Это все очень хорошо для винограда. Виноград очень любит трудности. Это растение, которое, как человек, наверное, в этом смысле. Поэтому вот образ виноградника и винограда, он всегда в Танахе как раз параллелен человеку, потому что у нас много общего. И человек закаляется в трудностях, да, но он становится личностью, если он сталкивается с какими-то противодействиями окружающей среды, так и виноград. Чем ему, грубо говоря, сложнее, тем он лучше. В итоге вино лучше, поэтому голландские вина сумасшедшие, конечно. Сейчас задам какую-то, наверное, глупость, но если она будет совсем глупая, я ее вырежу. Подожди, это надо потом бэкстейдж такой вставить, знаешь, нарезку после титров. Ну, потому что я дилетант, да, я очень люблю вино, но я люблю его без разбора. Я беспорядочный в этом человек. Я могу вкусненько, да, вот так сделать. Отличается ли, можешь ли ты отличить вино, да, там вот я тебе налью из голландских высот и из того же самого Шамрона, есть ли разница во вкусах, и ты можешь сказать, что оно там выше растет? Да, смотри, я не хочу быть настолько самоуверенной, потому что очень часто эта самоуверенность сажает человека в лужу. Да, нормально? Это отличный вопрос. Он про профессионализм и, знаешь, на напробованность на самом деле. Потому что если ты выпиваешь там 1 бокал в месяц, конечно, не сможешь. Но при определенных тренировках и практических занятиях... У меня родился следующий вопрос. Ну, ты знаешь, как просто Голланд и Шамрон – это такой уже немножко микроуровень, и внутриизраильский, которые, они разные, абсолютно разные вина Самарии и Голланд, поэтому, конечно, они отличаются. Но макроуровень, условно говоря, Бордо, там, Бургундия и голландские высоты. Да. Вот прям это такие, знаешь, полярные вина. И потом с большей практикой ты начинаешь так это все сужать. Да, конечно. Я думаю, ты тоже отличишь. Надо попробовать будет, знаешь, что... Ну, я могу сказать, я думаю, что да, отличается. Вот это будет мое отличие, да, наверное, если оно действительно отличается. Но я хочу признаться, что это, кстати, возвращаюсь к той теме про экологию, да, когда я тебе говорила, ты об этом говори, ты показываешь, что вы мусор убираете на пляжах, и люди будут тоже чаще убирать. Вот сейчас я с тобой разговариваю, мне захотелось пробовать и попытаться немножко углубиться в эту тему. Ну все, в общем... Всё, я ушла в тренировки и практики. Приглашайте. Что значит натренированность? Это ж нужно... Ну, это же нужно не пьянеть. Смотри, здесь сейчас у вас есть такая плашка 18+, там, не знаю, или пропаганда алкоголя, там запрещена законом, не знаю. Это все равно, что с музыкой. Ты отличаешь Моцарта от Бетховена не с первого раза, а когда ты слушала и одного, и второго, у тебя есть какая-то наслушанность. С художниками то же самое. Нужна насмотренность, чтобы их отличать и что-то понимать в искусстве, как-то разбираться. Даже на обывательском уровне необходимо ходить в музей. Нечего с этим делать, кроме этого. С вином то же самое. Если ты его не будешь пробовать, я не имею в виду напиваться, да, то есть это не сесть и за полчаса выпить бутылку и считать, что ты продегустировал. Это другое удовольствие, другого порядка. Но, безусловно, необходимо иметь любопытство к вину и видеть в нем произведение искусства. Не видеть в нем алкоголь, как в водке. Да? У водки очень такое прямое предназначение – сделать тебя пьяным и счастливым по возможности. У вина его нет. Вино мы пьем для того, чтобы получить
удовольствие в процессе. Алкоголь очень минорный фактор, о котором я очень сожалею, потому что он мощнейший ограничитель фактически. Чем больше мы пробуем разных вин, желательно запоминаем, нюхаем, анализируем, дегустируем и делаем это достаточно часто, тем лучше будут работать рецепторы языка, обоняния, и мозг будет учиться это совмещать, да, и переводить с языка условной органолептики на человеческий. Ну, например, там ежевика, корка черного хлеба, да, аромат грибов. Это все звучит очень странно. Понятно, что вино не ароматизирует грибами или ежевикой. Но вот этот перевод того, что мы чувствуем в слова, в вербальную плоскость, это навык, который тренируется, он тренируемый навык. Очень редким людям он дан просто от Бога автоматически. Как правило, это годы тренировки. Я здесь обязана просто рассказать историю. Из-за того, что я много езжу, в каждой стране я пытаюсь дегустировать местные вина. Ну, естественно, в этом есть какое-то познание для меня. Не все страны, где я путешествую, винодельческие. Более того, 99% стран не винодельческие, а какая-то удаленная, скажем, периферия планетарного масштаба. И как-то во Вьетнаме тоже, думаю, надо местные вина пробовать. И вот мне подарили бутылку местного вьетнамского вина. Но Вьетнам, представляешь, где находится, да, Юго-Восточная Азия. Но там есть горы, то есть теоретически они высотой как-то что-то. Вот. И, в общем, мы там с компанией какой-то небольшой открыли эту бутылку, пробуем ее. Я понимаю, что это вино чудовищное. То есть это просто отвратительно плохо. Но при этом в нем есть какая-то невероятная ароматика варенья, какой-то смородины, черники какой-то, знаешь, вишни. То есть вот что-то вот такое непонятное. Потом я смотрю на этикетку, на состав. Ну, что обычно в составе? 100% виноград. Ну, что еще может быть в вине? Значит, там было так, я не помню, сколько процентов, но там условно 80% виноград, 20% плодово-ягодное варенье. А так варенье есть, да? То есть эти великие люди, в прямом смысле слова, ароматизировали виноград ежевикой, вареньем. Невероятно. В Эфиопии, например, вино разбавляют кока-колой. Это тоже придает безумное совершенно сочетание вкусовые. Попробовала представить себе. Если у меня была бы кока-кола, я бы предложила тебе прямо сейчас провести этот эксперимент. Да, 50/50. Но вино считается, знаешь, для местных жителей слишком кислотным и слишком алкогольным. Они разбавляют. И надо его как-то подсластить. Это супер, самый вообще шик. Зайти в ресторан, заказать бутылку вина, и тебе по умолчанию приносят бутылку кока-колы, и ты, значит, девушку приглашаешь на ужин, и так, вина налил, кока-колу, води. Это прям топ. Бывает ли такое, что, вот ты сказала, виноградники, они могут сгореть, недозреть, что-то климатически какие-то, что-то неудачное, да, произошло? И бывает ли, что есть партия, которая не удалась? Ну, тогда мы ее просто не делаем. Бывает, да. Да, и тогда в какой-то год, были такие годы, да. Бутилировали там не 4-6 тысяч бутылок, а 1 тысячу с какого-то другого склона, который был хороший. Смотри, для меня эта история вообще не про деньги. То есть мы в это вкладываем. Это настолько далеко от какой-то прибыли. Это история про любовь, и это история про... Ну, мне кажется, делать израильское вино, в этом есть какая-то, ну, красивая история такая. Вот, да, вот ты делаешь что-то традиционное, какое-то ремесло. Я очень люблю вообще все ремесла, все, что человек делает своими руками, сердцем. И поэтому сделали мы больше, сделали мы меньше. Я могу себе позволить это колебание, поскольку я не какой-то большой винный завод, который обязан сейчас по контрактам поставить там столько-то миллионов бутылок в такие-то сети, в такие-то страны. У меня нет вообще никаких обязательств. Я, если не хочу в этом году, у меня нет настроения, нет желания, я куда-то уехала или что-то, я могу себе позволить этого не сделать. Я этого не делаю, я делаю, потому что мне это нравится, я это люблю, и я не могу прервать, да, эту историю, но в целом, если плохой урожай, или мне не понравился урожай, или с ним было что-то не так,
да, значит, производство просто уменьшается. И это не только у нас так, на это завязаны все винодельни размера гараж, бутик, да, то есть очень Мгм. маленького производства. И у нас, и в Европе это абсолютно норма. Именно поэтому винтажи каких-то редких лет или малого количества бутылок, они тем ценнее становятся, потому что их было очень Мгм. мало. Ваша история вина, она вот действительно очень красивая. Она, ну, красивая, она художественная, она просто произведение искусства. Начиная вот с истории, которую ты рассказываешь, это все очень романтично, это все, это вот эта бутиковая система, она безумно трогательная, но этикетки, винные вечера, это настоящее Да. художество, Смотри, я смотрю на всю эту историю название, в вин, конце концов. да, название закатов, но я думаю, что уже понятно почему, потому что тут все в котах, сейчас как-то удалось загнать, в общем, куда-то, но Мне безумно нравятся эти обычно названия. Главное, вот эти 3 кота, 2 кота, одинокий кот, а потом другие 3 кота, да. ну, потому что как-то Это повторяться не название хочется. будет, Но я смотрю на эти бутылки как на некий такой отчасти арт-объект. Конечно. Потому что это не только про вино, хотя вином, правда, ну, я горжусь и считаю, что оно заслуживает внимания, но не только это. Но вино как произведение искусства, а бутылка как некая имеющая коллекционную ценность вещь, потому что все наши этикетки рисуются Андреем Вадимовичем, каждая из которых уже картинка, да, уникальная сама по Да. себе. Я знаю людей, которые снимают с бутылок эти этикетки, затем вставляют их в Ой, рамку, и это прекрасно. получается прям, ну, такая Мгм. маленькая картинка. Картинка, конечно. И за каждой этой бутылкой стоит огромная работа, творческая работа и Андрея, и, ну, скажем так, он ответственен за форму, я ответственна за содержание, Наполнение, да, да. за наполнение. Поэтому я рада, что этих бутылок очень мало, и можно их положить в холодильник и хранить там 10-15 следующих лет. Вино станет только лучше, а арт-ценность бутылки, да, она будет, ну, как-то развиваться. Мне нравится такая игра вот в эту какое-то Это вино безумно как красиво. искусство. Да, вот Да, именно, да, да, вино как да, искусство. да. Как проходят ваши вечера дегустационные? Это тоже Вечера у нас своего рода проходят искусство. весело, с размахом. В красивых Знаешь, это в местах, да? красивых местах. Это некая параллельная история, потому что на этих винных вечерах мы пьем далеко не только наши вина, и Ага. наши как раз в меньшинстве. Самые разные. Вот, например, у нас скоро будет мероприятие в Бейт-Гуврин, да, в национальном парке, и там мы как раз будем дегустировать вина Аре-Иуда, иудейских гор, да, такая региональная некая Мгм. история. Я стараюсь их проводить на природе или в каких-то интересных археологических пространствах, крепостях, музеях. Так, чтобы это было не только дегустация, то есть винная часть здесь важна, но и важна какая-то общеобразовательная и развлекательная. Гид в тебе Да, вылазит. да, да, ты понимаешь, я не могу просто собрать людей и не пытаться их чему-то научить. Я очень люблю, знаешь, поучать плохое слово, люблю учить. Вот, поэтому всегда у нас красивая музыка и много вина, разных вин. Мы привозим только хорошие вина, я считаю, лучшие в стране, как раз для того, чтобы расширить в людях некий горизонт. Большое количество людей, и русскоязычных, и ивритоязычных израильтян, знакомы с винным рынком Израиля по либо супермаркету, ассортименту магазина, и в меньшей степени с ассортиментом более редким. И я часто вижу некую стигму такую даже в нас же самих, в израильтянах, в том, что ну, израильское вино по сравнению с французскими винами там, или итальянскими винами, ну это, конечно, какие-то вообще компот, шмурдяк и помой. С вареньем. С вареньем. Можно не ехать во Вьетнам. И для меня вся эта винная дегустационная история еще до нашего вина, она была как раз образовательным проектом рассказывать людям о том, какие потрясающие вина Израиля, редкие вина. И к нам приходят гости, которые говорят, мы никогда не видели этих вин вообще, и не знали об их существовании, это лучшее, там, что мы дегустировали, пробовали и так далее. И для меня это всегда лучший комплимент, награда и некая оценка того, что я делаю. Мне кажется, это очень круто. Вот интересная такая вещь, вот, может быть, ты наблюдала за людьми, которые приходят на вечера. Есть ли какая-то связь между тем, какое вино человек предпочтет,
любит, и его характером, например. Ох, я сейчас, это хейтерский будет мой Ой, мы любим ответ это. просто, да, то есть это разверзнуться в хлябе небесное, ты знаешь. Я боюсь вообще уже в Facebook даже писать, потому что у меня много подписчиков, алгоритмы Facebook, знаешь, разносят это на аудиторию, которая вообще не мои подписчики, и мне Ну, такое естественно. прилетает. Да сейчас я скажу, ну что, конечно, публика интеллектуальная предпочитает О. насыщенные красные, ну это же очевидно. Люди, которые в вине понимают чуть меньше, любят сладенькие беленькие. Ну, считай, что я этого не говорила. Я думаю, сейчас просто подумала о себе, что я в последнее время хочу розе. ну, розе – это утреннее вино. Послушай, надо к розе относиться как к вину, во-первых, аперитивному, во-вторых, пикниково-утреннему. Мгм. То есть вот сейчас замечательное время Мгм. распить бутылку розового. Не затейливого, не требовательного, просто получить удовольствие от него. Когда мы двигаемся в сутках ближе к вечеру, и нас ждет какой-то ужин, и, может быть, замысловатый ужин, мы не станем пить розовое или савиньон блан. Это было Мгм. бы странным. Мы пойдем в сторону каких-то старых красных, которые сами по себе являются уже частью этой трапезы. Я не думаю, что это что-то говорит о людях. В большей степени это говорит о том, насколько они умеют найти, насколько это уместно в их распорядке дня. То есть насколько человек понимает, что для каждого, как для утра и вечера мы пользуемся разной одеждой и разными духами, с вином история такая же. Я очень люблю белые утром, я очень люблю красные вечером. Я не стану пить сыра из голландских высот в 11 утра. Да, это Мгм. безумие Да, абсолютное, да. хотя это, не знаю, не делает это вино плохим или хуже, наоборот. Поэтому это вопрос уместности, как одежды в оперу. Вот я хотела только сказать, это похоже на гардероб. Абсолютно, То да. есть ты должен держать у себя на настроение, на состояние, на На все случаи ситуацию, жизни. да, разные вот. Да, настроение, конечно, когда-то тебе хочется чего-то искрящегося, игристого, пузырящегося и веселого, да, и ты идешь в сторону шампанских. А когда-то тебе хочется посидеть с какими-то философскими тяжелыми размышлениями или книгой, и ты пойдешь в сторону тяжелых красных. Это разное настроение человека. Ну, как духи, как еда, как Да, одежда. Да. Да. Сейчас пойдем путешествовать с тобой. И мне вот, я вот сейчас слушаю тебя, мне кажется, что путешествие с тобой это не прогулка по каким-то Это достопримечательностям. тяжелый труд. Это совсем не походы, наверное, в том числе, но не походы там по музеям, еще что-то там, наверное, тоже очень художественное, творческое, потому что мне кажется, что ты показываешь не только, ну вот, чтобы посмотрели глазами, да, а, наверное, чтобы как-то проникся человек душой, что ли. Во-первых, куда можно с тобой поехать? Это хороший вопрос. В принципе, куда угодно. Ты знаешь, со мной можно поехать. Но имеет смысл со мной ехать? Про Эфиопию мы отдельно поговорим. Безусловно, это Африка, конечно. Это Африка и Ближний Восток. Сейчас Ближний Восток Ближний Восток. проблематичен, к сожалению. Знаешь, я работала в Иордании, Египте, Турции, Марокко огромное количество лет. И всегда стояла на том, что вне зависимости от политического режима, история и люди, они стоят выше кресла президента. И что даже если полный идиот у власти в стране, это не означает, что туда не надо ехать, что эта страна недружелюбная, что эта страна неинтересная, что она не заслуживает нашего внимания. Сегодня, я думаю, что ты знаешь, возрастная еще штука. То есть я как-то тоже становлюсь старше. Я вздохнула. Не хочу сказать мудрее, но мне кажется, Израиль находится, к сожалению, в точке, когда даже я не вижу для себя возможности, например, посетить мою любимейшую, не знаю, ну каждые выходные были проведены там, Иорданию. Я надеюсь, или Турцию, которую я обожаю. Я учила турецкий язык в университете. По-арабски Это ты говоришь?
и арабский, турецкий. И эту страну я люблю невероятно и считаю ее одной из самых красивейших. Стамбул всегда был после Иерусалима для меня вторым любимым городом. И сегодня это сложно. Я жду точки, когда наконец-то мы снова сможем вернуться в то прекрасное время, в условный там 2019 год, когда мы спокойно могли путешествовать по этим странам. Но пока что Африка все еще более-менее стабильна, поэтому стоит со мной ехать, да, в эти в основном страны. И какая-то часть Гималаев и той части Азии, Юго-Восточной Азии и гималайской части, которую я просто очень много исходила вначале для себя лично. Я очень много ходила в горы и очень это любила. Это было еще до рождения Итана. Сегодня я себе уже такую роскошь пока что позволить не могу. Ну, то есть вот это, да, такая географически эта история. А с Итаном вы путешествуете много уже? Вот ты сказала, ему 4. Да, Что удается я тяжело вздохнула. сделать? Да, теперь твоя очень тяжело вздохнуть. Просто с Итаном не получается совмещать Что рабочие поездки. значит, когда он подрастет? Это сколько, чтобы свободно путешествовать? Ну вот я планировала ехать с ним в Кению в прошлом году, но не сложилось из-за, не помню, то ли опять какая-то война у нас началась, что-то происходило. Я думаю, мы поедем в следующем. Мы с ним много путешествуем, да, он летает с нами, но в такие развлекательные, рекреационные, личные путешествия. Он был в Таиланде, он был в Кении, он был во Франции, он был, ну, много где в Европе, в Америке. Да, но иногда это от безысходности просто, знаешь, с одной стороны. Его заставить Ну, потому детки что, или слушай, что? ну, сложно представить себе приятный двухнедельный отпуск в компании трехлетки. Ну, правда, это нужно быть абсолютно мазохистом. Но, с другой стороны, я вижу, как каждое путешествие и меняет в нем вот что-то, ну, просто кардинально. То есть возвращается другой ребенок, взрослее, терпимее, понятливее, умнее. И я поэтому вообще я поддерживаю путешествия с детьми. Это дико сложно и тяжело для родителей, но для детей это невероятно круто. И хотя он не помнит, что он был в Таиланде, он не помнит уже этого, он там был совсем крошкой, но я уверена, что где-то в чем-то сегодняшние его черты характера, они зиждятся, вот они стоят на тех путешествиях, в которых он уже побывал. Но это никак не связано с работой, потому что это так. Это личные путешествия. Да, это всегда личное. Еще с рабочей его брать невозможно. Ну, естественно. Я же не враг своим туристам. А ты организовываешь персональные туры или как можно с тобой присоединиться? В основном это индивидуальное путешествие, 99%. Да, это для путешествия, которые я делаю, кастомизированные для кого угодно. Самая моя маленькая группа путешественников был 1 человек. Можно частным образом обратиться к тебе, это я просто Можно так обратиться, своих, да. Мои своих контакты интересах. надо вот так сейчас пустить такой здесь, значит, бегущей строкой. Тебя найти легко Да, без этого. да, замечательный был парень, который писал докторат по эфиопскому христианству. И вот он приехал ко мне на 3 недели, и мы с ним облазали безумные совершенно скальные монастыри, куда обычные туристы лезть не соглашаются, и для меня это был кайф просто. Мне самой это было просто безумно интересно. Были места, в которых я до этого не была. Ну, то есть прям потрясающая у нас была экспедиция. До пар, маленьких компаний друзей, родственников, бар-мицвы, свадьбы, похороны. Да, с группами большими я давно не работаю. Формат, в котором я люблю путешествовать, я сама строю программу, да, я сама организую всю логистику в этих странах и имею огромную автономию в планировании того, что я хочу показать, что я хочу сделать, что я считаю правильным. И очень благодарна путешественникам за невероятное доверие ко мне в этом вопросе. Большие группы диктуют совершенно другой формат, они просто не позволяют, грубо говоря, залезть в какую-то точку или пройти какой-то маршрут, или разместиться в каком-то очень маленьком месте, просто из-за количества человек. Поэтому, как правило, это маленькие камерные группы, но иногда я делаю и групповые поездки тоже, да, реже намного, но бывает, да. Но это поездки в какие-то прям совсем дикие такие места? Нет, как раз групповые поездки – это поездки в такие более места популярные. А в дикие? Дикие Ну, хочется. дикие в основном, конечно, для каких-то индивидуальных запросов. Когда я говорю индивидуальный запрос, знаешь, не означает 2 человека VIP-тур.
Это вполне может быть компания друзей, там 10-12 человек. И вот тебе уже мини-группа, да, но которая изначально подобрана. Люди уже хотят вот в конкретную страну, в ту же Эфиопию, например, или в ту же Танзанию, но Танзанию не сафари, куда вот гоняют народная тропа, Да. потрясающий сафари, но это реально не зарастет народная тропа, а вообще в такие части Танзании, в которых почти никто не бывал, на какие-то отшельнические племена, соляные озера, вулканические пустыни, там это тоже все есть. Но это требует невероятной мотивации со стороны человека и желания потратить на это деньги, усилия и физически испытать физические трудности, потому что это путешествия физически тяжелые, они непростые. Шалом. О, тренер пришел. Я всегда, когда смотрела разные репортажи из вот этих очень далеких племен, и я смотрю на этих людей, они такие другие, и они такие, они с такими интересными реакциями на нас, да, вот на путешественников. Им это не мешает, когда ты завозишь людей, ну вот туристов, да, своих в какие-то совсем такие вот племена, где свои какие-то законы, жизнь другая совсем. Да, ты знаешь, это отличный вопрос. И ответ на него, мне кажется, он лежит в плоскости поколенческой. Молодежи нравится и любопытно, потому что, ну, сегодня в меньшей степени, а летом 15 назад многие из них, мы приезжали в какую-то деревушку, бегали вокруг нашего джипа и пользовались зеркалом, потому что у них нет зеркал. Или какой-то младенец начинал плакать, потому что он впервые увидел белого человека. Но это как мне сейчас показать зеленого, да, человека. Я тоже испугаюсь. Но молодежь, конечно, проявляет любопытство, потому что они видят, что жизнь может быть другой. И человек ведь умное, очень умное животное, молниеносно схватывает, что ходить вот в кроссовках намного удобнее, чем босиком. Ну, тут не нужно особо какой-то длинной эволюции для этого. Но старшее поколение, оно, конечно, ропщет, потому что вот развращает молодежь. Они хотят ехать там учиться в города, в деревни, ну, в какие-то райцентры, оставляют свой исконный пасторальный образ жизни. А кто будет пасти стадо моих коров? А кто будет наследовать там титул вождя или жреца, там, и так далее, и так далее. Поэтому здесь реакции очень отличаются. Старшее поколение, как правило, не любит подобного. Младшее поколение, молодое поколение, дети, конечно, безумно рады. Для них это развлечение, как в Диснейленд сходить. А не страшно вообще туда заезжать? Это же нужны, наверное, какие-то специальные разрешения, чтобы... Просто приезжаешь и все. Нет, там есть какая-то плата, которую ты должен заплатить какому-то вождю, чтобы он тебя пропустил через свою территорию. Не страшно, я почему спрашиваю? Стрелы не пустят? Знаешь, когда какое-то время назад Джордж Буш прилетал в долину Омо на юге Эфиопии, ездили рейнджеры, объезжали все деревушки по периметру и предупреждали племена о том, что прилетит большая железная птица, и не надо пытаться ее атаковать. Была большая разъяснительная работа, потому что первые вертолеты и самолеты, которые пролетали, конечно, пытались атаковать, потому что видели в этом некую угрозу. Это практически никогда не касается туристов. Это единичные случаи, мне бы даже не хотелось их касаться, потому что каждая из подобных ситуаций была, в принципе, избегаема. И хотелось быть на позитивном каком-то, да, в таком все-таки ключе. Поэтому страшно абсолютно нет. Слушай, знаешь, где мне страшно? Мне страшно в центре Тель-Авива. Однозначно. Мне страшно на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Мне страшно заходить в токийское метро без единого охранника. Вот там мне страшно. А в долине Омо я понимаю, что от чего бояться-то? Ну, то есть совершенно нет. Людей очень часто пугает стигматизированность Африки.
Ой, как мне пишут, как тебя там все еще не съели? А как ты там все еще не померла от, я не знаю, тифа, малярии, дифтерии? А как вот там ты без горячей воды месяц можешь жить? Знаешь, да хорошо, я могу там жить, прекрасно, я могу там жить лучше, чем в каком-то захудалом отеле, Кстати, непонятно, где с живут клопами. туристы? Где ты их Ну, расселяешь? слушай, это смотря куда едут. А туристы в основном... Прям вот с клопами. Вот. Вот в том-то и дело, я с клопами, прям у меня проблема с отелями, то есть я предпочитаю ночевать под открытым небом там на каремате, чем в плохом отеле, потому что, ну вот на природе чище, да, чем вот эти клопы. Но, конечно, Танзания, Кения, ЮАР и Намибия, они позволяют расселение в очень, ну, супер роскошных отелях. Там до плюс бесконечности может уходить. Но нужно понимать, что там, где у тебя есть 5-звездочный, 6-звездочный отель, нет диких племен. Да. Это несовместимо. Это совместимо может быть со слонами и львами в резервации, но это несовместимо с человеческим каким-то таким антропологическим исследованием. Поэтому, если мы едем в Эфиопии или в Танзании, в Кении, в места не сафари, а этнографические, то иногда это либо очень простые какие-то такие лоджии на природе, сделанные из соломы и камней, такие традиционные, а иногда это открытое небо, да, это просто раскладушки мы привозим с собой своего повара, свой генератор, свои какие-то или палатки, или такие, ну, как маленькие раскладушки ставим. И это открытое небо, тут у вас козы ходят, здесь у вас местные воду носят, тут вы спите. И это очень, очень сложно для человека, в особенности для людей, которые привыкли к комфортным путешествиям, вдруг оказаться в месте, где цивилизации нет вообще. То есть ты просыпаешься, я называю это отелем 1000 звезд, потому Да. что над тобой безумное экваториальное небо, 0 засветки, потому что электричества в радиусе там 200 километров, 500 километров от тебя просто нет никакого. И это требует переключения мозгов. Но меня очень радует, что путешественники, которые едут в подобное путешествие со мной, они изначально хотят этого. То есть они не ожидают там увидеть сейчас роскошный отель и массажисток. Они едут за чем-то, чего они никогда не видели. Потому что дорогие, роскошные отели, у нас весь мир, пожалуйста, завались этими отелями. Мне кажется, это просто скучно, неинтересно и всем надоело. А вот спать рядом с козой, Вау. послушай, ну это приключение. Нужна ли какая-то подготовка особенная физического характера? Мне кажется, ментальная намного больше. Да. Есть физически сложные вещи, которые не все могут сделать. Но опять-таки там скальные какие-то монастыри отшельнические, да, или какие-то треки, или подъемы на вулканы. Может быть, для кого-то это физически ограничено. Но это маленькая часть того, что можно увидеть. А в основном это должна быть абсолютно open mind, то есть открытая голова к новому, к другому, не зашоренная, не стигматизированная, безусловно, с отсутствием каких-либо российских включений в голове, да, и так далее. Но я не думаю, что это специальная подготовка. Достаточно быть просто порядочным человеком, по-моему. А есть возможность присоединиться к каким-то их церемониям? То есть как это происходит вообще там жизнь? Да и вместе с нет, есть племенем? церемонии, к которым нельзя, в которые все еще не пускают фаранджи, иностранцев, да, чужестранцев, даже правильнее сказать. Например, все жреческие церемонии или похоронные церемонии. А есть церемонии, в которые можно присоединиться и посмотреть. И опять-таки они ведь тоже развиваются, тоже урбанизируются и социализируются с другим миром, который к ним очень активно начал приходить. И поэтому некоторые против, некоторые за. Важно найти племя, деревню, которая согласится. Не эти согласятся, другие согласятся. Их много, послушай, там около 1 миллиона человек. Мы говорим о гигантском количестве людей. И это десятки племен, самых разных этнических групп, разных языков, разных внешне. Поэтому всегда можно что-то найти и увидеть какую-то локальную, очень интересную церемонию. Мы всегда стараемся, конечно, их посещать, и это иногда даже цель поездки. Да, Да, конечно. Вот Да. Я поэтому и спрашиваю, я же для Да. себя все это Да, записываю. конечно. А слушай, а йога, знаешь, как хорошо в лавовой пустыне. Во. Всё, ну, мне ты уже давно продала эту поездку, еще в самом начале разговора, так что все в порядке. Скажи мне, мне очень интересна тема статуса женщин в этих племенах.
На сегодняшний день там также проводят церемонии обрезания женского, Потому что сейчас мы сели на нашу, по-моему, любимую лошадь, да. да, и с нее не слезем. Статус женщины там, знаешь, я не люблю говорить какими-то клише, он проблемный. Не Как- меняется ничего. Все меняется с урбанизацией, модернизацией, приходом американских и европейских миссий. Конечно, ситуация, она улучшается. Вопрос, как быстро она улучшается. И опять-таки, что такое это улучшение? То есть улучшение женщина хуже коровы или женщина чуть лучше коровы, это драматичное улучшение для этого региона, да? Но в глазах все равно условного американца это чудовищно. Да? Ну Это да. очень большой проблемный статус. Женщин все еще покупают за скот, и это не преувеличение. Я говорю не о племенах вроде масаев, которые туристизированы и продают вот эту красивую, яркую картинку в основном, но есть племена, которые все еще живут в каком-то таком очень пасторальном образом жизни. И первая жена стоит 30 коров, самая дорогая, вторая уже можно 20-15. А если у женщины какой-то дефект, то вообще там можно даже и за 5, а можно вообще бесплатно из сострадания. Да? Многоженство, все это не способствует статусу женщины. Я скажу прекрасную иллюстрацию одного из племен. В племени Бурена есть такая традиция. Девочке, когда она рождается, родители дают имя. Ну, например, называют ее прекрасным алым цветочком. Ну, к примеру, да? Когда она выходит замуж, муж дает ей новое имя, забирая у нее старое. И это новое имя, как правило, связано с благополучием клана, рода, с котом, естественно. И называет ее, у меня вот есть знакомая, ее зовут черно-белая корова. Вот это ее новое имя. То есть ты росла там, до 12-13 лет алым цветочком, а потом тебя переименовали там, в пеструшку. И вот живи с этим. Это хорошая иллюстрация к теме того, что женщина, к сожалению, все еще некая прилагательная к мужчине, да, все еще собственность. И это постепенно будет меняться, я надеюсь. Но смотри, все страны, даже европейские, тоже не все окончательно продвинулись. А касательно женского обрезания, которое ты упомянула, это невероятная тема, очень обширная тема. То есть мы можем говорить об этом сейчас целый полный час и далее. Я писала об этом много статей. Я интересуюсь этой темой. Это важная часть поездок всегда, поскольку то, проводит ли племя женское обрезание, сказывается на жизни самого племени и, более того, бросается в глаза. Я очень люблю игру, да, плохое слово «игра», но некий такой социальный эксперимент среди туристов. Просто задавать вопрос. Вот как вы считаете, в этом племени есть женское обрезание? Ну, после того, как мы его посетили. А в этом, а в этом. И надо сказать, что не ошибается практически никто. Это видно. Это видно, потому что когда женщина у вас сидит вот так, ни рыба, ни мясо, безвольная, бесхарактерная, без возможности принятия какого-то решения. Ну, например, взять там деньги у вас, да, или решить, зайдете вы к ней в дом или не зайдете, или будет она с вами разговаривать или не будет, или танцы только для мужчин, а женщины, как правило, сидят в стороне, трапезы мужские, а женщины где-то там пасутся на заднем дворе. Это одна история, это бросается в глаза. И есть другая история, когда женщина может себе позволить... Господи, один раз наблюдала сцену, когда девушка из племени Хамар взяла такой огромный прут акации и просто так хлестнула своего мужа за то, что он ей там что-то не то сказал. Не то, чтобы у нее там высокий статус, ее все равно за 30 коров купили, да? Но танцы, эмоциональность, какая-то сексуальность, которая, ну, знаете, считывается нами на каком-то, ну, таком... подсознательном уровне, да, невербальном уровне. Это ощущается, безусловно. И, к сожалению, до буквально недавнего времени около 80% населения Африканского рога и Северной Африки женщин было обрезано. И это не только касается мусульман. У нас в головах, как правило, есть некая стигма
того, что женское обрезание – это мусульманская фишка. Мы знаем про невероятную проблему стран Кавказа, стран Ближнего Востока, стран Залива, Египта. Еще в середине 2000-х по статистике ВОЗ 91% египтянок обрезаны. 91%. 2000-е. То есть вчера, это вот буквально наша история, да, наши дни. Но ситуация начинает становиться более интересной, когда вы смотрите на христианскую Эфиопию. 70% населения Эфиопии христиане, причем древнейшего восточного христианства. С IV века страна христианизирована. Это не новые миссии, которые туда прибыли, как в Кению, в Танзанию. Это древнейшее само по себе христианство. И около 60% населения Эфиопии обрезаны. Ну, это, очевидно, не сходится со статистикой количества мусульман в стране. Христиане. А язычники в данном случае, кстати, довольно-таки выигрывают 50 на 50. Хотя мы бы ожидали, да, большего роста этих цифр, но не все. И постепенно эта ситуация улучшается, безусловно, улучшается. Информированием, работой миссий и так далее. Но это все еще гигантские десятки процентов. Это не 0,001%, это десятки процентов сегодня в Африке. На Ближнем Востоке, в странах Кавказа, Азии. Да, огромная проблема, чудовищная. Я делала большую работу и проводила интервью с вот девушками какого-то предобрезания возраста. Это, как правило, 11-12 лет. Огромное количество из них говорит буквально одними и теми же фразами. Да, я знаю, что это больно, да, я знаю, что это страшно, да, я знаю, что я могу умереть, но я должна это сделать, и я хочу это сделать, потому что иначе я не смогу присоединиться к своему племенному роду. Я не смогу стать Хамар, я не смогу стать Дасаныч, Хамар не делает обрезание, я не смогу стать Дасаныч, да, я не смогу стать Бурена, я не смогу стать Мурси, там, и так далее, и так далее, и так далее. У каждого племени есть свои церемонии присоединения к вот этому древу, да? Масаи, например, у них прям это очень развито. И если для девочки она растет в этой парадигме, такой была ее бабушка, ее мать, для нее важно. Ну, как вот для меня важно быть еврейкой. Вот мне важно, чтобы мои дети продолжали эту линию, да, можно называть это пещерной дремучестью, неграмотностью, я не знаю, там, несовременностью, как угодно. Для меня это важно. Просто для нас это ничего не стоит, да. Ну, в смысле, это стоит очень много, но это не является членовредительством каким-то. Для них это болезненная церемония. Но они иначе не видят свою жизнь вне своего племени, вне своей семьи, вне своей земли. Уйти из этого, вырвать себя из этого, для этого нужно обладать экстраординарным мышлением и невероятной силой воли, и невероятной удачей. То есть это все факторы, они должны сойтись. А что можно привезти им в подарок? Я всегда прошу не привозить абсолютно ничего. Да, по нескольким причинам. Во-первых, то, что мы можем привезти, они не могут использовать. Одежда. Одежда. Иногда они пытаются выменивать у туристов Обувь. Рубашки там всякие. С какой-то девушкой из Хаммер, она мне говорит, дай мне свою рубашку. Ну, как Коламбия обычно спортивная. И я говорю, окей, давай, дил, сделка. Ты мне даешь свою шкуру, она одета в такую совершенно потрясающую козью шкуру, вышитую бисером, ракушками каури, знаешь, ну прям очень красивую. А ты я тебе рубашку. давай свои 5 рубашек, я тебе привезу завтра. Она говорит, нет, ты чего, шкура дорогая, а твоя рубашка-то что стоит, понимаешь? Во-вторых, То есть куда нам до их завалить одежд? Племена одеждой – это плохой путь решения. Ты даешь им рыбу, ты не даешь им удочку. Это вызывает огромное количество конфликтов внутри племени, потому что кому-то повезло, а кому-то не повезло. А в деревне 200 человек. Ты не отдашь всем, ты дашь какой-то одной. Кому ты дашь? Самой красивой. А другая? А другой? Это всегда вызывает негативную реакцию в конечном итоге. Сладости для детей я, в принципе, запрещаю. То есть я вижу у кого-то пакет конфет, я просто забираю силой, властью, данной мне императором. Потому что у них нет стоматологов, их желудки не привыкли к шоколаду и сахару. Потом это заканчивается болями, плачем,
матерьми, которые пытаются вытащить эти конфеты, значит, изо рта этих детей. Все эти бумажки, фантики летят везде, мусорников нет, мусороуборочной техники нет. То есть, если, например, лет 5 подряд будут приезжать туристы и дарить детям наклейки, заколки, конфеты, следующие туристы, которые приедут в мусорную кучу, Мгм. потому что это никто не убирает. И не должен, потому что они привыкли, что весь мусор органический. Вы папайю съели, шкурку бросили, перегноет, сгнила. только Мгм. лучше расти будет, капуста там какая-нибудь. Наш синтетический мусор, им с ним нечего делать, и они не знают, что с ним делать, они не знают, что такое пластик, они не знают, что такое целлофан, они понятия не имеют там про период распада, полураспада, поэтому это создает тонну мусора. И я всегда против привоза подарков. Это развращает, это воспитывает попрошаек. Слушай, я помню племена, там, условно, там, племя Ари, это горное племя, они очень красивые и потрясающие, добрые, деликатные люди. И вот мы приезжали там 15-20 лет назад, и детки бегали около нас, пели какие-то песни, что-то там танцевали, ну, в общем, хватали тебя за руки, там заползали на плечи, ну, вели себя как обычные дети. Сегодня я практически перестала туда ездить, потому что это начинается: дай конфету, дай тетрадку, дай футболку, дай. Дети пропускают школы, родители там строят миссии, например, какую-то школу воскресную, да, или там Мгм. обычную школу. Дети не ходят в школу, потому что они знают: о, приедут там какие-то туристы, и можно что-то с этого джипа Мгм. поиметь. Родители в итоге сердятся. Ко мне многократно подходили взрослые люди и доносили мысль, что ну, вы нам портите детей, и они совершенно правы, и мне совершенно нечего им возразить. Но что мы, да, делаем? Мы работаем со школами. То есть я считаю, что любая помощь – это хорошо, но она должна быть адресной, и она должна быть правильной. Конфеты не помогут детям, но тетради, карандаши, какие-то книги, мелки, там, даже просто деньги, которые мы привезем, но раздадим не вот так вот Мгм. в На цели деревне, какие-то. давайте тут Мгм. сейчас вам бросим, а придадим директору или учителям, которые уже распределят. Это хорошая помощь. Вот это то, что мы делаем и тратим всегда из какого-то бюджета. У меня изначально заложен на покупку таких вещей. Если кто-то хочет поучаствовать, это всегда я приветствую. У меня была дикая история в одном из племен, которая произошла у меня с группой израильских ивритоязычных фотографов. Это очень специфическая аудитория, с которой я работала довольно много лет, перестала впоследствии. Я делала фототуры. Как сама, будучи фотографом, я много снимала, и до сих пор снимаю, но одно время прям много. Предупредила: ничего не давайте, не раздавайте, детей много, там 50 человек детей вокруг тебя. Значит, выходит мужчина, один из фотографов, путешественников, и у него в руке вот такая, знаешь, сноп карандашей. Ну, там, наверное, карандашей 20, что-то такое. И вот его окружили дети, они видят, что у белого человека что-то, значит, есть в руках, значит, сейчас полетят какие-то ништяки, и он берет и просто вот так, не знал, что делать с этими карандашами, он понял, что детей много, он не может каждому дать, он их просто вот так бросает. И то есть у меня были в путешествиях постыдные ситуации, это одна из наиболее постыдных. И вот эти дети, мало-мало меньше, налетели на эти карандаши. Старшие топчут младших, девочки плачут, мальчики дерутся, карандашей на всех не хватило. Значит, у всей малышни карандаши отжали более сильные дети старше. Вышли родители, мол, что вообще происходит, почему дети плачут. Это было просто ужасно. И вот, чтобы избежать подобных ситуаций, я всегда запрещаю категорически подобные акты милосердия и облагодетельствования. Насколько важно все это знать, конечно. Я об этом всегда предупреждаю. Мгм. Никто из моих путешественников не попадает в ситуацию внезапности. Я присылаю перед путешествием длиннейший документ, к чему быть готовым, что делать, что не делать. Я об этом говорю каждый день, я это поясняю. Я надеюсь, что люди меня слышат и прислушиваются. Сколько времени длится такой тур? Что зависит от... Может длиться 3 недели, может длиться 5 дней. В 3 недели можно пожить в племени. Можно и полгода пожить. Знаешь, я жила когда-то, да, несколько месяцев. Это был невероятный опыт. Я просто поняла, что
У меня нет ни книг, ни каких-то данных о племени, потому что никто о нем не знает. И, окей, книг не написано, никто не говорит на их языке. Как я могу знать что-то о людях, если я их не знаю? Самый простой способ и самый правильный с точки зрения способ получить информацию — это стать другом этих людей и пожить их жизнью. Да, вставать в 5 утра, ложиться в 7 вечера, смотреть, наблюдать, ощущать. И это дает мне гигантское преимущество, потому что очень мало кто это делал. И до сих пор я в интернете читаю просто какие-то безумные, бредовые статьи, даже в известных туристических, казалось бы, журналах или сообществах, которые пишут просто нонсенс. И это говорит о том, что люди вообще не понимают, о чем они говорят, и просто бред пишут. А сколько времени взяло тебе стать их другом до того, как ты начала привозить к ним людей? Долго. Ну, смотри, первый раз вообще это не совсем так развивалось. Это не то, что я сама одна поехала и там 10 лет жила, а потом думаю, давай-то я с кем-то съезжу. На самом деле, первый раз в Африку я попала по работе. Мною просто заткнули дырку заболевшего гида и сказали, вылет послезавтра. Ребята, где я? Где Эфиопия? Было очень давно. Но пришлось ехать. Ну и, конечно, врожденное любопытство, мне было безумно интересно. И знаешь, это была любовь с первого взгляда какая-то. То есть я поняла, что это какое-то уникальное для меня место. И уже после этого начался мой путь изучения, познания, узнавания и так далее. То есть впервые я там оказалась все-таки с фотографами, ну, поскольку для группы фототура экскурсионная часть, она была менее важна, у меня были местные гиды, а я занималась все-таки в основном диафрагмами и прочим. Это было менее критично, но потом я полностью переключилась на этнографические экспедиции, которые делаю сегодня. Здорово, да. Мне кажется, я никогда не закончу это интервью. А я предупреждала, что я использую тебя сегодня. Я выжму из тебя все. Это самое приятное использование за долгое время. Это безумно все интересно. Мы перескочили с тобой в путешествиях и по виноделию, мы побывали в Эфиопии, притом я расспросила намного больше, чем планировала расспросить, потому что мне очень интересно. Ну, я еще разговорчивая, конечно. Подожди, у меня еще много чего я зацепила. Сейчас закончится батарейка, и я продолжу рассказывать. Я хочу поблагодарить тебя, и хочу поблагодарить еще и за это пространство. Мы сейчас находимся у тебя дома, у тебя безумно красивый сад, у тебя получается совместить вот такую активную жизнь, быть виноделом, путешествовать, составлять индивидуальные экскурсии и организовывать винные вечера, постоянно жизнь, да, но маленький ребенок в конце концов, да, не нужно об этом забывать, семья. И у тебя безумно красивый дом, и это волшебное какое-то место, сад и так далее. Зоя, и спасибо, это так приятно слышать. Спасибо, в особенности сад. Я, правда, очень люблю, горжусь. И сад великолепный, кажется, я обязательно его силы. покажу. Я не пропущу. Можете немножко его подснять. И ты все это делаешь, главное, сама. Спасибо тебе за лес. Спасибо, что приехала. Это очень круто. Спасибо. Приезжайте Я хочу еще. отдельно, не знаю, войдет это или нет, я хочу отдельно, уже не поговорить, честно, поблагодарить всю твою семью, тебя, Андрея Вадимовича, за... Мы не касаемся политических тем принципиально, да, не идет никакой об этом разговор. Спасибо за вашу позицию. Я наблюдаю, читаю, и за преданность, за искренность, за тот язык, которым вы выражаете свое мнение. Огромное вам спасибо просто до земли. Спасибо вам любовью. большое. Спасибо, Зоя.